Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня в этом прекрасном месте я не один, я с моей подругой Ирой. Привет! Ира мой друг детства, и как мы только что вспоминали, мы знакомы уже 25 лет, да, Ира? Да, с первого класса. С первого класса, это сумасшедший дом. У меня были друзья, которых я знал раньше, которых я знал с детского сада, но сейчас мы не очень общаемся, так что можно сказать, Ира, ты мой самый долгий, самый старый друг. Да, я не хотел говорить старый, для женщин это опасное слово, но... Ничего. Вот. И сегодня мы будем вспоминать наше детство, как оно проходило в России в 90-х, 2000-х. Вот. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел, как обычно, попросить вас, друзья, поставить лайк этому видео. Я уверен, что оно вам понравится. Если вам не понравится, потом можете его забрать. И, конечно, подписаться, если вы это еще не сделали. Хорошо? Итак, Ира, в первую очередь хотел бы тебя спросить. Ты уже во Вьетнаме 1 месяц, да? Почти, да. 4-я неделя. Как тебе Вьетнам? Это мое первое посещение Вьетнама. Мы всегда выбирали Таиланд. И, колоссально идет сравнение именно с этой азиатской страной. Слушай, он другой. Вот что я могу сказать, он точно отличается. Там это не the same, скажем так. Потому что, в первую очередь, наверное, отличаются люди. А второе для меня отличие – это море. Мне холодно. Море. Холодно. Ире холодно. Она настоящая сибирячка. Я очень люблю теплые воды. Для меня вот Индийский океан. На Шри-Ланке, когда мы были, вот эта вот теплая вода, это для меня кайф. Ну и в Таиланде, я знаю, что ты это не любишь. Совсем не люблю. Вот, и здесь поэтому мы заходим, у меня прям такие флешбеки, как на Байкале. На Байкале. Ты так заходишь, да. Но потом, по крайней мере, на Байкале тебя не отпускает это чувство, а здесь отпускает, и ты кайфуешь. Но вот это, она очень ощутимая разница для меня, потому что кажется, что в принципе, похоже, тепло, там, все равно азиаты, они там, схожи, кухня, плюс-минус, и что морепродукты, но, это другое. Вот. Еще из такого, для меня разительного, то, что я вижу, движение. Мы всегда считали, что в Таиланде оно такое хаотичное, но оно безопасное, хаотично-безопасное. Да. Здесь, по моим ощущениям, оно опаснее. Это правда, это Вьетнам, это столица мира мотобайков, я бы сказал. Да, и такое ощущение, что люди здесь злее, вот именно водители. Они чем-то мне напомнили наших сибирских водителей. Да, потому что мы пользовались такси, и они сигналят. Причем не как обычно просто, что там мы переезжаем перекресток, они, отъедь, уйди, да. Они моргают. И ты так думаешь, тайцы же они просто вот так вот едут. Расслабленно. Как будто бы, да. Как будто медитируют. Как будто медитируют, да. У них такого нет, они терпимые. А здесь они, как будто так это... по напряжению себя ведут, в смысле, выражают эмоции свои ярче, скажем так. Вот. Плюс из того, что могу такого сказать, по твоей рекомендации мы сходили в бамбуковый цирк. Вот. И он очень погружает в атмосферу, как-то этого народа. И я вот так сидела и думаю, где я? У меня был подобный опыт в Таиланде, когда мы ходили на тайский бокс, и я вот тоже там сидела и такая, вот у меня была воображаемая шляпа Индианы Джонс, я думаю, вот, я путешественник. Вот это погружение, да. И здесь я испытывала примерно то же самое, что думаю, ого, они такие харизматичные, они такие эффектно выглядящие. Да, атлетичные просто. После того, как вы ходите туда, в этот театр, я думаю, что-то мне надо больше заниматься спортом. Я такая вышла, думаю, так, кока-колу убираем сегодня, достаточно. Берем водичку, и завтра пораньше встаем, идем на пляж с выпадами. Вот, поэтому, там просто вот эта какая-то атмосфера, ты на них смотришь, они харизматичные, они живые, и ты видишь. И у меня была в тот момент мысль, я когда так что-то анализировала мельком, что как будто бы для меня у вьетнамцев культура глубже, чем у тайцев. Я здесь не слишком компетентна, чтобы как-то говорить, но мне показалось, что у них, как-то она, понимаешь, уходит туда глубже в корни, потому что тайцы как-то они, как будто бы поверхностнее, что ли, что очень так спокойно, так очень, по-доброму к жизни, не вникая в детали, вот просто живи, кайфуй. А у вьетнамцев как будто бы они так шурупят. Шурупят. Про что мы? Хорошее слово. Да, вот, поэтому так. Но, честно тебе скажу,
сказать. Я пытаюсь найти какую-то страну, которую рассмотреть для там, переезда, например, для долгой жизни. Пока Вьетнам мне в сердце не попал. Понимаю. Вот. Пока, честно скажу, Малайзия где-то там Малайзия, у меня мелькает, да, окей. потому что вот Интересно. она меня зацепила. Вот. Но это про Вьетнам. Нет, хорошо. Мне просто хотелось знать твой опыт, потому что мы сейчас во Вьетнаме, вот этот красивый старый город. Старый город покорил мое сердце. Я уже 4-й раз за второй. Ну да, но он офигенный. неделю, Вы видите здесь, да. ребята, какой вид. Я И надеюсь, в этом потом я кафе я еще... 4-й раз. Четвертый, не третий. Вы 2 раза были. Кто-нибудь уже знает, вы же здесь свои. Да. Мне очень здесь нравится, это прям, ну, клево. Оно аутентично. Это Очень замыленное аутентично. слово, но я Но его это обожаю. правда. Оно вот прям так. Ты сидишь, я обожаю вот эту вот крышу с красными вот этими фонариками. Вот это вот. Да. Это прям восторг. Ну хорошо, давай переместимся из Вернемся этого в прекрасного 90-е. теплого Вьетнама в детство Иркутск 90-е. Значит, мы познакомились с Ирой именно, ну, мы пошли в 1 класс, в одну школу. Да, а вот ты помнишь, как проходило твое детство? Можешь сказать, многие говорят, 90-е, самое страшное время в России, вот с нашей последней истории. Можешь ли сказать, что это было страшно для тебя, когда ты была ребенком? Я была очень домашним ребенком, Домашним? девочкой. Звучит так, Ну, как таким. домашнее животное. Да, это примерно, знаешь, у меня даже не было двора как такового, и я многим детям завидовала, что вот они, мы гуляли во дворе, у нас там друзья. У нас был дом, ну он и есть, в центре самого города, но у него не было как такового двора, где гуляют вот там, где, не знаю, качельки, карусельки, лавочки, что-то такое. И как таковых знакомств у меня не было. У меня была соседка, вот мы с ней вдвоем там провели детство, ну, в соседнем доме, и все. И поэтому каких-то вот таких вот бешеных историй в моем именно детстве, вот таком вот дошкольном, не было. Но когда мы стали подростками, там мы стали уже познавать мир по-разному. Но мы к этому еще Да, подойдем. да, это скачок в будущее, поэтому именно вот детство такое, вот мое полумладенческое, переходящее там, к начальной школе, оно было очень спокойное, и я в основном общалась с родственниками. Ну, у меня там, допустим, двоюродный брат, сестра, и как-то вот мы так по-семейному, да. То есть я помню, тогда еще не было техники, в том плане компьютеров, это была редкость, и у нас был компьютер, и мои 2 брата и сестра приезжали, и вот у братьев рвало башню, они играли там эти герои, и я вот так, да, вот это да. Они, правда, еще играли какие-то StarCraft, Warcraft, но это я не совсем. Не, ну уже герои это да, это классика. Герои это вообще. Это наше всё. Это да, я вот все, вот сейчас хочу все установить. Я тоже. Давай как-нибудь установим и поиграем. Да, потому что это нечто. Хорошо. Ну, смотри, это 2000 год, да, я думаю, был. Мы идем в 1 класс. Я просто вспоминаю себе тот год. Это было такое чувство, во-первых, было новое тысячелетие. И все говорили, будет конец света. Ты помнишь, такое было? Слушай, нет, как-то Ты этого меня не тогда помнишь? нет. Я только 2012 в этом плане Хорошо. Не, я помню, 2000-м. что мы ездили на Байкал, и там что-то говорили, вот, Ванга, или там Нострадамус, или там и то-то другое, предсказали, будет конец света. Ну, конечно же, ничего не случилось, но мы пошли в 1 класс. Да. Я помню, когда мы учились в школе, наш класс, ты можешь сказать, что у нас был дружный класс в начальной школе, когда вот первые 3 класса? Я вот не могу сказать, что прям мы все дружили. Я не уверена, что вообще бывает дружный начальный класс, потому что дети еще не зрелые для такой искренней настоящей дружбы. И у тебя как там, есть возможность зачатков этой дружбы, и вот в средней школе оно может стартануть и прорасти. Но там я слабо верю, чтобы вот как-то дети могли, ну не знаю, я честно такого не видела, не встречала, и поэтому про дружную вот именно, она же сближает именно какие-то события, какие-то мероприятия, время, да. времяпровождение, досуг. А какой досуг у шпаны? У шпаны, да. Просто сын сидит. Да. Да, то есть как бы они, не так зациклены на вот этих вот как-то куда там, что. Еще, мне кажется, психика незрелая, поэтому не могу сказать, что да, такого действительно не было, мы не были дружным классом, но однако, вот, допустим, у меня есть еще несколько людей, с кем я общаюсь, ну, то есть с нашими, то есть у нас проросли. Проросли. Да, дружбы. наши деревья дружбы выросли, тогда они, семечко зародилась, и она проросла, и, я благодарна поэтому нашему 1 классу. Не могу сказать, что большая часть ребят в нашем 1 классе, они были такие, какие-то они все были клевые.
Ну да. Ну, то есть думаю, личности, многие то есть... с интересной личностью да, были, да. да, то есть у нас как-то там, это не так, что как-то это мимо прошло или нет, я, допустим, кого-то до сих пор помню, ну, как бы так это, даже если мы не общаемся. Ну, я просто помню такой один фрагмент из начальной школы, я не знаю, если ты помнишь это или нет. Я не помню, это был 2-й, 3-й класс или 5-й класс, я думаю, это 2-й или 3-й. Это был День Святого Валентина. И что обычно делают люди на День Святого Валентина в школах? Они организуют такое, типа, все там девочки пишут мальчикам валентинки и наоборот, я думаю, да, все делали друг другу. И я помню, что мне кажется, получил много валентинок. Ты не помнишь этот момент? Ну, я помню валентинки, слушай, но у меня так сильно не отложилось, чтобы... да. Нет, это интересно, Но, потому что у нас... опять же, я тебе могу сказать, что у меня хранились очень долго валентинки. Ага. Да, ну, лет они 15 хранились. Вау, Да, вот, и как бы, и это было значимым моментом, когда там кто-то тебе, ну, ты симпатизируешь. Да, проявляет, и ты, да, и интерес. ты Но, делаешь такое. когда ты мальчик, 10-летний, и девушки проявляют к тебе интерес, какая твоя реакция? Фу, да. И я помню, что я получил эти валентинки, там было их несколько, там, может, 5 или 6, и все пацаны такие: фу, Серега, валентинки. Ну и что я сделал? Ты Я выбросил? пошел, я разорвал их и выбросил все на глазах у всех девочек. Ай, Сережа, нет, слушай, к счастью, к великому моему счастью, я не помню такого Ну вот, травмирующего видишь, ты этого не момента. помнишь, да. Но я думаю, что была одна девочка, которой я нравился. Я думаю, после этого я стал ей меньше нравиться. Кто это? Наташа. Да? Мне кажется. Ну, я не знаю, может быть... Ты с ней общаешься? Ну, у меня с ней общается Галя, они близки, поэтому... Мне просто интересно. Я просто помню этот момент, и я думал, такой фейспалм, блин, Серега, думаю, ёшкин кот, что ты творишь? Да, ну это был такой просто момент, да, поэтому я бы хотел сейчас вспомнить такие какие-то забавные курьезы. Какие-то ты помнишь вот из наших еще начальных классов? Начальный класс. Пока продолжаем. 1-й, 2-й, 3-й класс. Да, надо отметить, что мы учились 3 года в начальной Да, школе. интересная вещь, расскажи. А что? Ну Мы да. учились 3 года. Не, просто во многих классах в России, ну как Тогда и везде. менялась школьная программа, и переходили, ну как там, видимо, ее усложняли, ускоряли, и с 4 классов сокращали до 3. А кто-то учился 4. Мы всегда считали, кто 4 учился, они Да, немножко типа, отстал. да. Получается, то есть мы как учились? У нас был 1-й класс, 2-й, 3-й и 5-й сразу. То есть мы не ходили в 4-й класс. И были ребята, которые ходили в 4-й, то есть они были в 4-м, а мы были уже в 5-м, мы такие, йоу. До свидания, отбросы. Да. Вот, поэтому да, это такой был удобный лайфхак. Не знаю, почему его применили, почему его отменили. Вообще странная была вещь, но зато мы учились 10 лет в школе. Да. Да, многие учатся сейчас 12 считаю, это лет, то есть некоторые, ну вообще. Да, нам повезло. Вот. И мне нравится, почему встречаться с Ирой, она просто, знаете, источник всех сплетней. Я такой: итак, Ира, расскажи, как поживает тот-то, тот-то? И она такая: он-то там-то, то-то делает. Я такой: вау, интересно. Так вот, короче, был у нас такой Олег, он как-то не отучился с нами, ну, то есть это такой прям мимо проходящий, поэтому ты, скорее всего, не помнишь, но в начальной школе на чтении есть такая дебильная штука — скорость чтения, когда вас замеряет, как быстро вы читаете. И я помню, ну, и все начинают читать вот этот отрывок, и доходит до него, и он читает так медленно, и его результат 10 слов в минуту. И мы такие сидим, интересно. Парень, как тебе? Ну, то есть у него не было никаких проблем, ничего там, ну сложно ему давалось чтение. Вот, я помню, вот это мне так врезалось, что как можно так медленно читать, парень, как тебе будет тяжело. Ну, хотя, вот. Из таких еще, слушай, начальная школа. Я, на самом деле, очень с любовью вспоминаю нашу учительницу, Марину Владимировну. Это правда. Марина Владимировна, если вы вдруг это смотрите, если она живая. Ну, живая. Окей, я надеюсь, что она живая, что у вас все хорошо. Передаем вам привет. Вот мы какие красивые, большие. Да, она была замечательной учительницей. Я думаю, нам реально повезло, потому что у нас было много таких, ну, не то чтобы сорванцов, но были такие дети, как бы она прям находила энергию быть с добротой к нам, так относиться. Я тебе могу сказать, что это мой любимый учитель, как классный руководитель за все время. Ну, может быть, это детское восприятие или еще что-то, но я прям испытывала какую-то вот такую там материнскую любовь. Вот, и я прям с поклоном к ней. Вот. На самом деле, я помню такие, знаешь, какие-то мелкие истории из становления каких-то отношений, допустим. Вот у меня зародилась тогда дружба с Галей, и мы дружим по сей день. И я помню,
во-первых, мы нас не посадили за парту, Галя была такая мадам с характером яркая, громкая, и у нас были тогда такие бархатные черные кофты, и здесь манжеты леопардовые. И, короче, что у нее, что у меня. И вот мы сели, и она, ну, садимся, мы как бы еще нету контакта, да, и она такая: фу, какая у тебя бичевская кофточка. И я такая, Это когда было? это первый класс. Первый класс? А я такой одуванчик не готовый к такому. Прихожу в слезах, я говорю: мама, мы так выбирали, а она бичевская. Мама говорит: сейчас порешаем. Вот, она связалась с Галиной мамой. Они провели беседу, и с того момента мы с Галей душевно. Вау, интересно, я не знал таких подробностей. Вот. Но можно сказать, что Галя, она в тебе воспитала характер немножко. Конечно, Галина силы я набираюсь по сей день, потому что она там как долбанет кулаком, что так, ну что, так, все собрались. Вот, и мы потом с Галей, как бы, ну, мы очень сильно сблизились, и я помню, у нас с ней были сумасшедшие ботинки. У нее были такие ботинки, как у Рональда Макдональда, знаешь, вот этот Макдональдс, и у нее такие красные, огромные, клоунские. А у меня были такие джинсовые, квадратные, и мы с ней как фрики, маленькие фрики. И на нас все ходили, смотрели сначала с осторожностью, потом с какой-то завистью, про какую-то смелость. А мы такие: да, это мы. Вот. Прикольно. Это было вот Да. как бы вот этих вот каких-то моментов, вот мы несколько, ну вот у нас там было близких друзей, с кем мы становились. Потом я помню, вот у нас была Ксюша. Помнишь, нет? Ну, она с нами в лицей потом перешла. А, точно, во класс же она перешла, да, просто да. Вот, и Ксюша, у нее был, она была очень умной, ну вот этот, и у нее был тоже компьютер, и мы там играли, ее на день рождения она к нам нас звала, и мы играли в собачку, вылетело у меня название, не Рекс, ну какая-то, короче, мы по очереди сидели на компьютере, играли в эту бегалку, и она нам тогда принесла, мы, ну как там, в перерывах игры, и она приносит инженерный калькулятор. И такая: смотрите. И все, ну, часть гостей такие: кого? Что там? Где собачка? Да-да. А я такая: о, инженерный калькулятор! Вот это да! Я помню, меня тогда. И вот таких вот каких-то детских, каких-то, что это? Казалось бы, ну, дурацких воспоминаний, но их вот таких вот мелких, их много. Мне кажется, из первого я помню такого опыта, когда мы прямо начали общаться, я помню, что ты пригласила нас всех на день рождения. Ты помнишь, Домой? это был, да, домой. Я думаю, это был класс 5 или 6, я думаю, уже был. Не помню. Ну, возможно, там другие. Ну, по крайней мере, когда я пришел. Третий или пятый, да. Да. Третий, пятый. Ну, может, что, мне кажется, мы уже постарше были, да. Мы собирались еще тогда, в основном все дни рождения праздновали дома. Никуда да. тогда это не было вот это популярно, куда-то ходить. Да, у меня всегда мама пекла торт безе, такие безешные белые эти, я его обожала. И мы сидели, да, вот много ребят, причем как-то так мы большими компаниями сидели, да. Большая толпа была. Да, и мы девчонки, и мальчишки, мы общались как-то неизбирательно так, что там Да. только девочками, только мальчиками. Как-то мы это... Да, было весело. Ну хорошо. Мы поднимаемся к подростковому возрасту. Да. Средняя школа. Средняя школа. Во-первых, что интересно, мы с Ирой, не сговариваясь, я думаю, не только мы, много из нашего класса, из параллели, все перешли из одной школы в другую. Надо уточнить, у нас наша школа закрывалась на ремонт, и это был толчком, чтобы куда-то, ну, перейти, потому что... Не для всех, Да, многие остались. я имею в виду, что это, если бы школа не закрывалась, я думаю, меньше бы ребят перешло. Возможно. А тут как бы такой момент, что вроде закрывается, вроде тогда можно посмотреть что-то еще. Ну, по крайней мере, у меня в семье это было доп. Стимулом. Вот, и у нас перешло, слушай, ну, наверное, именно в лицее у нас перешло человек 10, наверное, Прямо из со всей нашего параллели. класса. А из класса, ты думаешь, целого? Ну да, мне Ну кажется. хорошо, не может будем быть, считать может, сейчас параллели, по ладно, именам, не да. будем, Ну да. да, много людей перешло. Но важно понимать, что в Европе, в Америке, в многих других странах, даже здесь, во Вьетнаме, всегда есть начальная школа, это одна школа, потом есть средняя школа, это другая школа, и есть старшая школа или старший класс, это третья. А старшая со скольки? Ну, везде по-разному, но здесь начинается с 9 класса. Или, подожди, с 8 или с 9, точно не помню. Вот. И получается, что таким образом дети очень часто, у них есть одни друзья из начальной школы, другие из Короче, средней, они вот третьи. так вот. Да, и они все время меняются. В России же, как правило... Это часть команды, часть корабля. Да, у нас, то есть ты с 1 класса можешь быть с тем же человеком до конца. И у нас даже случайно получилось, что мы и были, в принципе, почти всегда, да, но был какой-то момент, я думаю, ты была в 8 и в 9 в А или в Б. Нет, ты была в В, а я был в Б. Ты был в В, а потом Да, ты пришел а потом к нам. перешел в В, да. Вот. У нас было какое-то время, мы разошлись, вот. Но, да, то есть мы пришли в другой
в другую школу, был лицей. Да. Вот. Это такое, типа, модное место, Ну, куда не всех брали. Не типа, ну просто как с требованиями. Да, ну, отбор да. у нас. Я помню, мы Мгм. проходили эти Сдавали тесты, да. тесты, переживали. Я помню, что я как-то что-то это. фигово сдал их. Я помню, что у меня отец ходил, потом разговаривал с этим директором. Вот. Но тем не менее, я прошел. Вот, да. И это было, наверное, самое важное решение, ну, самое крутое. Я потому тоже что- считаю, что для меня лицей, я такую любовь к нему испытывала, и когда мы перешли, уже поступили в университет, и я думаю, что та жизнь закончилась, вот та клевая жизнь закончилась, сейчас вот это. И, я долго отходила, для меня это была потеря, вот как бы по ощущениям, потому что это была реально часть какой-то семьи, вот этого дружба, мы как бы, это прям было клевое время, я его всегда вспоминаю с большой любовью. Потому что он еще очень маленький. То есть Да, у нас он всего было 3 класса в параллели, А, Б, В. И всего было 4 года, да, получается? 8, 9, 10, 11. То есть всего 12 классов. Обычно в школах там может быть, не знаю, сколько, огромные школы у нас обычно в У России. нас сейчас, я как раз занимаюсь ребенком и его поступлением в 1 класс. В прошлом году где-то в одной школе было около 30 первых классов. 30! Да, то есть А сколько детей в одном классе примерно? 30. То есть ты можешь себе представить, сколько там Да уж. людей, какая нагрузка нам на повезло. преподавателей. Нам повезло. Мы просто родились в то время, в такой был демографический кризис. На самом деле, Прямо. многие не рожали, потому что Советский Союз развалился, что будет дальше непонятно, какие дети. Но нашим родителям было все равно, любовь. Двигаемся. Поэтому, расширяемся. да, мы как бы вот, когда сейчас в очереди занимаются на детские сады, на школы там что-то за несколько лет, да, чуть ли там не за Вот у рождения меня, ребенка. вот мы по прописке, когда вставали в школу, в школе сейчас у нас 5 первых классов, это вот скажем так, на село. Ну, то есть это тоже очень много, вот опять же, Да. их там они, по-моему, сначала опять фиксируют 25, но потом это разрывается, потому что у меня Лёва ходит в садик, в сельский, и у них там посписочно было 40 человек. 40 человек. Я когда отдавала, я думаю, ё-моё, как это? Как вообще это возможно? Да. Ну, то есть это очень тяжело. Да. И когда коллектив более меньшего количества, он более уютный, и я вот про лицей опять же, это благодать. Конечно, когда больше людей, больше выбора, но ты можешь настолько, у меня просто Лёва приходил с садика и так, я устал, тебе не до контакта, ты вот так вот просто, можно я полежу? Я понимаю. Да, поэтому и в школе тоже, я думаю, что когда вот этот галдеж, вот это все меняется, по 3 смены, потому что надо кого-то сдвинуть, чтобы, это очень тяжело, не знаю. Да, можно сказать, поэтому, что нам повезло, наши классы были довольно маленькие. Я думаю, в лицее у нас всего было 25 или 20 человек. Думаю, да, 25 в пределе. Ну, нас, да. по-моему, 25 Некоторые, я думаю, самый большой был А-класс, да, потом Б и В примерно одинаково, да. Просто я помню вообще в то время, что нас сильно увлекало. У нас были такие поездки звездные. Нельзя это не вспомнить, я думаю, это просто... Там происходили самые интересные, самые веселые истории. Да, есть что прокомментировать? Есть кому передать привет? Кому передать привет? Да, это были самые ожидаемые поездки. Оно занимало все информационное поле. Вся учеба отодвигалась назад. И когда ты думаешь, звездный, через 3 недели готовимся. Во-первых, что это такое, куда мы ездили и что мы делали? Да, Расскажи. это у нас получается загородный лагерь в соседнем городе, условно, я не помню сильно расположение, помню, что рядом с Ангарском, да. Вот, и это были лагеря, они и летом принимали ребят, а в зимнее время, когда уже, не постоянку, они принимали гостей вот как бы там на выходные, как турбаза, в общем. Вот, и там, естественно, программа, вот там, мы ночевали 1 ночь или 2, я что-то подзабыла. Одну, наверное, всегда, да? в основном одну. Да, то есть мы приезжаем, вот там какая-то, культурная программа вечером, не культурная программа. Не, просто я еще раз, 1 ночь. Как мы успевали столько всего сделать? Она стоила, полугода. Да, просто.
Да, то есть она была Боже такая мой. насыщенная, вот она растягивалась там в каком-то физическом вот этом пространстве. Это просто, да, вот именно ощущение времени, я думаю, оно вот просто замедлялось. Вот оно каждую секунду мы просто Да, проживали. потом вот как бы утро, это как там, сбор информации, что произошло Да, что за произошло ночь. за ночь? Кого убили? Как с кем переспала проститутка? Это как игра в кого мафию, вылечил да, кого вылечил доктор. Кого спалил полицейский. Да, такое было. Вот, это было очень круто. И потом днем какая-то еще движуха там из разряда то ли бассейн, то ли какой-нибудь лыжи, что-то такое, Да, горки, да. И потом мы уезжали. Вот. И это было невероятно. Это было в какой-то степени зашквар, Я не люблю это слово, ну ладно, хорошо. но оно приносило нам столько радости. И это было круто, это было всегда событие, это прям событие четверти. Обычно это делалось на конец четверти, да. Один раз или два раза, я думаю, в год это было. Слушай, два это. Потом Два, как-то, да, потом примерно. это стало тяжелее, ответственность росла у педагогов, и они не стали на это стали сильно это сильно идти. делать. Мы стали расти, наши грехи тоже. И поэтому, да, но это было просто что-то вот потрясающее. При этом мы начинали ездить еще в школе. Еще, ты имеешь в виду Еще в 11 11-й? школе, да. Я потому что припоминаю, что мы ездили. Да, с, точно, помнишь? я помню, да. В седьмой, Да, думаю. да. То есть вот до перехода мы ездили. Ну, то есть там, конечно, было, там мы брали чуть-чуть пива. Да, тогда мы были еще такие молодые подросточки. Можно мы понюхаем пиво, что Да, что-то из у нас того там было немножко пива. То есть, ну, во-первых, да, алкоголя было много. Это как много? Ну, много для кого-то, детей. ну да, для детей, Да. но я не помню. Но имею в виду не про 7 класс, имею в виду 8, 9, 10. Ну, мы не везли, что мы гремели так всем автобусом. Ну, тележкой. может быть, просто с моей памяти сейчас кажется, что там мы прям сильно. Ну, может быть, мне кажется так, я не знаю. Нет, ну это не так, конечно, что мы 0,33 каждую бутылочку Да. привезли. Нет, конечно, это было больше. Но это не так, что мы с 5-литровками ехали на перевес. Ну, понятно, что нужно было все прятать, потому что Конечно. нас всех проверяли, учителя. Поэтому мы все прятали, что у нас ничего нету, мы как бы вот просто невинные овечки. Но И они это- все понимали. Я думаю, для меня просто я бы никогда в жизни не согласился ехать с такими ребятами в Я такое тоже. место. Ну их в пень вообще. Ой, да. Из Да, таких поэтому- веселых, так сказать, цензурных воспоминаний, что можно рассказать сейчас. Я помню драку арбузом. Драку арбузом? Кидались, Да, перекидывались кидались, да. Я что-то? помню, мы началось, что я, по-моему, взял арбуз, кинул в моего друга Макса. Он взял, и потом мы все начали кидаться арбузом друг в друга. Это был 8 или 9 класс, помню. И помню, потом пришла наша классная, Ирина Валентиновна, да, и она была очень нами недовольна. Да, и у нас был вся комната была в арбузе, да. Но это, однако, было без нас. Возможно. Ну, я имею в виду, чтобы просто в комнате устроили Нет, нас эту было много. потасовку. Нет, там было много. Человек 10, думаю, было в комнате. С Там был, девчонками? да, девчонки, там была Алена. Ну, это значит, где-то вот уже 8-й, Вот там был 9 класс уже. Курилов. Извините, по имена. Я буду потом запикивать эти имена, скорее всего. Этот, вот этот. Вот это, да. Да, но было очень весело, да. И самое интересное, конечно, это был танец. Я помню, возможно, это не самое интересное, но когда, я думаю, в 7 классе мы Это были... было важно. А я тебе перебью. А я помню, до лицея, когда мы еще ездили вот с ребятами, и мы поехали, была первая бутылочка в моей жизни. Что такое? Бутылочка. Ну, думаю, друзья, вы знаете Да. бутылочку. Вы крутите Да, бутылочку. Мы тогда еще да. не целовались никто, ну, большая да, часть. да. И это так волнительно, ты думаешь, ё-моё, как это произойдет? О, нет. И вот мы выключали свет. И ты так думаешь, блин, сейчас выпадет на какого-то, ну не очень. Это будет мой первый чмок, ну нет. Вот, да, но уже в лицее мы в такое уже не играли. Да, я думаю, это скорее было, Это когда было вот, да, в школе, 7 класс. Да. Я помню, что когда мы танцевать ходили, и я помню этот момент, когда дискотека там была, да, и парни, мы такие стоим, и там девчонки тоже стоят или сидят, и мы, ты понимаешь, что должен встать и пригласить. И так сыково, и ты просто... Это серьезно. Это просто самое такое сильное эмоциональное взросление происходит в этот момент. Просто ты становишься мужчиной, там, не знаю, на год, на 20 А мы с старше. ним и думаем, ну когда? Ну когда? Ну что, уже сейчас полтанца пройдет, а он там, их 3 всего. Да, я помню, что я твою подругу потом все-таки пригласил танцевать, потанцевал с ней немного, и это было, да. Ну просто... И это было, да. Не, ну это просто...
Это мы к тому, что... Это был жест начала. Не, это просто нужно было просто кого-то, просто потому что ты же не знаешь, и это, ну... Ну как кого-то? Там уже были симпатии. Не, были какие-то, да, но это... Я сейчас уже всего не помню, не буду врать. В общем, мы поговорим потом за камерой, обсудим все детали с Ирой, да. Ну, в целом, смотри, у нас уже подходит время к концу. Ё-моё, мы только... Да, Я только хотела сказать, у нас там был у кого-то первый секс, первый поцелуй. Ну нет, не надо в деталях, ну да. Нет, я перечисляю, что Да. это было настолько насыщенное Да. время, столько там первое разочарование, первое наказание, что тебя спалили, поймали. И это было так все волнительно. Это Очень было, это волнительно. после возвращения это обсуждалось, ну там неделями, но это минимум, это вообще пережевывание. Потом всплывал еще факт, и все, ты слышал, ты слышал, ты слышал. И по новой, и так Новый год. Это было прям вообще. Ну, в общем, веселое время, могу сказать, мы жили, друзья. Не было у нас тогда айфонов, не было у нас, ну, были телефоны, конечно, да, простые. Ну, Не сильно сидели, да, как бы. Самая веселая вещь это было просто вот прийти в школу и на перемене просто друг с другом сидеть и болтать. Потом мы, когда уже выросли, ну, в смысле, из этого, мы стали ездить в гости. Один раз мы ездили к тебе. Точно. Мы устраивали не- хиппи-пати, помнишь? Да, и мы потом делали. что-то еще... Я помню, мы даже купались у вас в бассейне, это было как-то так невероятно. Ну, когда мы встречались по фильмам, какие-то игры, это уже была не школьная тусовка. Потом мы как-то, помнишь, дом у печки. Вот это была жесточайшая тусовка. Это был Хэллоуин. Это была вечеринка по случаю А, Хэллоуина. это Это просто была? по-настоящему адская вечеринка, могу сказать. Как мастер и Маргарита. Да, просто был бал сатаны, был бал сатаны. Да, это было Да, я помню, настолько- что мы пили там, называли «Северное сияние». Да, Такой вот это напиток. по-черному. Вот тогда мы пили... Да, пили много. Это когда смешиваешь водку с шампанским. И это просто самая худшая смесь, потому что ты так вот моментально пьянеешь и сильно и пьянеешь. прощаешься. Да, это в моей жизни было самое первое жесткое похмелье, сколько я помню. Да? Да, ну, возможно, по крайней мере, то, которое я помню Мы тогда сейчас. накуролесили знатно. Да, да. Вот. Вот это мы уже повзрослели. Но это все еще был вспомнил, лицей. Да, я помню. Я помню все эти детали, да, да. боже мой. Вот. И это было, вот это мы повзрослели, мы вот окунулись, вот прям окунулись. Окунулись так окунулись. Да, что я могу сказать, что потом, когда я уже в университете гулливанила, это было равносильно. Ну, в смысле, то есть там уже было свободно, мы уже там 18 лет, можно все покупать, куда-то ходить. Но порой какие-то действия не перекрывали той злачности того дня. Вот, поэтому... Но это было очень эффектно, это было бодряще, клево. Как бы я бы не стал это повторять сейчас. И я бы не 100% хотела, чтобы нет. мой ребенок это прошел. Вот. Да. Ну. Но мне было очень клево. Так всегда. Это было очень Вспоминаю весело. Это с эффектом. И надо сказать, что у нас, в принципе, никогда не было каких-то жесточайших последствий. Ну, из разряда счастью. там, да, там счастью. никто никогда Нас не, обошло. там не было никаких-то сумасшедших драк, ни Да. каких-то там полицейских, ну, Да, но ничего поножовщины таких-то, не да. было такого, Да, да. то да. есть все было довольно Весело, опасно, сумасшедше, да, но... травмирующее психику, разбитые сердца А, кого-то. Да, да, да. Вот. А ты тогда пропустил самую жесткую. Вот в моей истории была дискотека. У нас еще Где? помимо еще в объект 01. Нет, я ходил туда, да. У нас была одна из как-то историй, мы перед, тоже вот, это было одно из движений, тоже, опять же, скорее всего, в конце четвертей, возможно, Новый год, вот эти вот дискотеки. И чтобы сэкономить, чтобы прийти разогретыми, мы подпевали. Конечно, так всегда Да, делают вот, люди. мы пили во двориках, вот эти вот, мы пили тогда. А ты помнишь, как мы тусовались у Гали и строили башню вместе с Максом из коктейлей Ягуаров? Помнишь? Вот это не помню. Я помню, что мы Браво тусовались. пили, помнишь? Я помню, что мы Браво. тусовались у Гали, да, но вот это я не Браво, помню. с Но мне кажется, я Максимом. помню, что я потом пришел пьяный и пошел на тренировку по хапкидо. И дядя Игорь, который меня туда возил, это отец моего друга, он мне дал потом Люлей. лекцию, да. Люлей. Он дал мне лекцию, сказал, что Сережа, ты думаешь, никто не замечает, да. Но мне было тяжеловато, я помню, когда заниматься хапкидо и быть пьяным. Ну, не был совсем пьяный, как бы, но я был такой, нормально, я нормально. Да, ну и вот, и мы перед объектом пошли, это был 10 класс. Или 9, не помню, ну этот. Летает там. Ага, коптер. Вот, и мы напились так сильно,
очень сильно, что мы вываливались из такси, а это был объект 01, повторюсь, и нас на фейс-контроле встречали завуч Елена Петровна, помнишь, была? Да, я У неё помню была Елену Петровну. кликуха овчарка. Да. Привет, Елена Петровна. Елена Петровна, здравствуйте, с большим почтением. Вот, и, короче, но там невозможно было не заметить этих синих девиц, которые вывалились из такси. Вот, и нас сразу же отвели, что, ребят, вы не пройдете фейс-контроль, что произошло, и вот мы были как раз в сале. Вот, и всех начали плющить, телефоны родителей, я одна только поменяла номер какой-то левый, сказала. Да, ну и вот, в зале приехала мама, вставила ей люлей, за девчонками еще кто-то приехал, за мной не едут, ну, номер не тот, трубку не берут. Вот, и, короче, я сижу пьянющая, уже всех развезли, надо мной сидит тут Елена Петровна, там кто-то еще из учителей, уже не помню, они, Ира, ну как так-то? А я так сижу, ну я прям пьяная, Елена Петровна, да ты не парься, сейчас мы разберемся. Я вот. Так и сказала. Да, дословно. Она так на меня смотрит. И как, ну, она понимает, что это бесполезно, там нет человека. Вот, они говорят, ну ладно, иди в клуб. И я прихожу, меня встречают как героя. Мы приходим, но я понимаю, что... А я тогда потеряла телефон. Ну, что-то какая-то вообще какая-то это... Ужасная была обстановка. Всех моих нету, всех забрали мамы. Вот, и мы с какими-то с парнями, ну, с нашими Юрка, там был еще кто-то из Слава, по-моему. Вот, и они мне говорят, давай мы тебя докинем до дома Орев. И мы вызвали такси, и надо вот им отдать должное, что вот они пьянющую эту девочку, они меня довезли, как бы, они так меня берегли, ну, как бы, не этот... Ничего плохого, так сказать, ничего не было. плохого, то есть вот как бы, чему я благодарна им, что, ну, вот как-то, вот такой вот у нас и был коллектив, у нас не было такой грязи, как это там, воспользоваться положением или еще что-то. Вот, и нас после этого позвали на педсовет, и нас хотели отчислить. Серьезно? Да, вот, нас хотели отчислить, меня, Алю, а мы отличницы. Да, они были отличницы. Вот, а у меня был куплен билет в поездку в Санкт-Петербург на поезде с мамой Макса, по-моему, ну что-то такое. И я написала, я знаю, что будет педсовет, а я уеду. Я написала маме письмо, ну типа, мама, так и так, прости меня, тебя вызывают на педсовет. И мама была очень зла, она рассказала всем, какая у нее постыдная дочь. Ну ничего, нам дали шанс, мы закончили с медалями, мы были в любимчиках оставшееся время у учителей, мы дружили с Еленой Петровной. А вы потом дружили, да, с ней? Да, она мне, Ира, носи шапку, Ира, заболеешь. Я говорю, да все нормально, не парься, разберемся. Вот, поэтому да. Эти годы были, я тебе скажу, могу сказать, они были жгучие, чем у меня, допустим, университет. У меня тоже. У меня университетские года были, как бы, то есть в основном я был направлен на учебу. У меня такое ощущение, будто бы много людей, когда они приходят в университет, они начинают тусить, что-то срывать, да. Нам уже башню, да, я думаю, у нас уже она уже прокрутилась, куда-то улетела и обратно прилетела, да, поэтому... Да, я думаю, то, что в университете это было что-то, как я на все смотрел, так, о, дети. Да, проходили. Да, мы тоже были. У нас там другие ребята из А-класса, так к концу лицея тоже у них начало башню срывать. Да, созрели они. Немножко, да. Ну, в общем, ребята, что я хочу сказать. Какое заключение мы можем сказать к нашему видео? Для текущего поколения, для будущего. Для текущего поколения, для поколения твоего ребенка, когда он это будет смотреть через 20 Слушай, лет. я, конечно, буду наблюдать, как это, потому что, мне кажется, настолько поменялся мир, и вот это вот онлайн-поле, которое у них сейчас, не знаю, потому что я немножко общаюсь с подростками, ну, с родственниками, и, допустим, знаю, что вот они там 10-11 класс, они сидят дома, они сильно не встречаются, у них есть вот этот вот онлайн-мир, и по мне грустно. С другой стороны, это безопасно. Ну, относительно, да, там, если, ну да, если мы не онлайн-мир берем, тоже как бы там имеет всего свои, веселого да. есть много. Что могу сказать? Если все без последствий, то почему бы нет? Но чтобы не было последствий, должно быть везение. Везение, да, и должна быть все равно голова на плечах. Да, интеллект не без этого. То есть, как бы даже когда ты находишься в самом непотребном состоянии, у тебя должны быть хорошие друзья, которые о тебе позаботятся. Да, что если ты, допустим, уже в отключке, но тебя могут спасти твои друзья, а вот если это отсутствует, то уже может быть грустно. Так что, друзья, цените подумайте, своих друзей. Да, подумайте, кто ваши настоящие друзья, цените их, любите, общайтесь с ними и можете напиваться без проблем. Да? Но по одному.
Все, друзья, еще раз спасибо всем тем, кто смотрел. Если вам понравилось, напишите, может быть, какие-то ваши интересные истории в комментариях к этому видео. Не обязательно большие, можете маленькие, какие-нибудь веселые воспоминания из вашего детства, из вашего подросткового возраста. И да, если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Может быть, что-то еще, подробности, да, может быть, что-нибудь расскажем, может быть, нет, но посмотрим, как будет. Еще раз всем спасибо, до скорого и пока-пока. Пока-пока.